Все мы с вами знаем, что на темной стороне интернета находится очень много разных ресурсов, на которых занимаются нелегальной деятельностью. Я уже поднимал такие темы ранее, а именно сколько в Даркнете стоит оружие, гражданство разных стран, запретные видео и так далее. Учитывая все это, часто в голове появляется вопрос, который звучит следующим образом. А могут ли силовики контролировать Даркнет? На этот вопрос так сразу дать ответ достаточно сложно, поэтому сегодня мы рассмотрим самую крупную операцию, которую организовывала ФБР с усилием 20 стран против всего лишь одного проекта в Даркнете, а также несколько других операций. Слушайте внимательно, будет занимательно. Слово Darknet так часто употребляется в интернете, что никто толком не знает истории арестов и деанонимизации в Дарке. Тьфу, блять, ну и слово. Еще несколько лет назад большая часть пользователей не подозревала о теневой сети. Роскомнадзор спал спокойно, а мы искали способы анонимности в Клирнете, вроде VPN. С появлением Даркнета, точнее с его популяризацией, пользователи изменили свой взгляд на многие вещи, которые происходят в мире. Особенно в мире запретов и глобальной слежки. Сегодня невозможно оставаться не онлайн, и сложно быть незамеченным. Даже в Даркнете нет полной гарантии безопасности, но при соблюдении основных критериев цифровой гигиены вы останетесь инкогнито. История пишется примерами, которые лишний раз напоминают всем, кто ведет свою деятельность в темной сети и как опасно пренебрегать правилами безопасности и анонимности. В феврале 2014 года ФБР задумались о том, что в Даркнете стало слишком много ресурсов, которые занимались незаконной деятельностью. Для этого были собраны представители 20 стран за одним круглым столом. Цель этого собрания была в том, чтобы донести до других людей, что такие сайты настоящая угроза. За кратчайшие сроки все представители 20 стран согласились с сомнением ФБР и начали думать, как же поступить. И практически сразу была выбрана цель. Этой целью стал форум Dark Code. Этот форум существовал с 2007 года и имел безумную популярность. Через него проходили многие сделки, связанные с торговлей данными и наркотиками. По мнению ФБР, именно этот форум был самым опасным. Поэтому немедля организовалась операция под названием Operation Shrouded Horizon. На протяжении 18 месяцев силовики готовились к захвату форума. Для этого они заслали своих агентов, которые попали в зону доверия. Эти агенты долгое время разыскивали разную информацию, параллельно используя приемы социальной инженерии. В июле 2015 года началось все действие. С помощью собранной информации смогли задеанонить администрацию форума и партнеров данного ресурса. За пару недель было задержано 70 человек, 12 из которых получили тюремный срок. Статьи были разные, включая компьютерное мошенничество, заговор, здесь я буду говорить ради вместо с целью, потому что я шепелявлю и это очень сложно. Заговор ради совершения компьютерного мошенничества. Заговор ради совершения электронного мошенничества. Заговор ради отмывания денег. Заговор ради отправки вредоносного кода. Рассылка спама. Кража личных данных. Вымогательство. И сговор ради совершения мошенничества с устройствами доступа. Оборудование конфисковали, а помещения обыскали. Генеральный прокурор США был доволен проведенной операцией и заявил, что с помощью общих усилий они смогли побороть главное гнездо преступности в интернете. При этом ФБР помогали Европол и кредитные агентства в 20 странах. Казалось бы, ребята молодцы, сделали все по красоте, но, к огромному удивлению, спустя 2 недели форум опять заработал, только уже на новых серверах. Форум обзавелся повышенной безопасностью и начал использовать аутентификации на основе биткоин-блоков. Задание было провалено, хотя стоит отметить их старания и хоть какой-то результат. Все-таки некоторых людей они посадили. Это заставляет нас задумываться о том, что на сегодняшний день силовые структуры не в силах побороть в полной мере интернет-преступность. Но все же иногда это получается. Я хочу рассказать вам и о других арестах, связанных с Даркнетом. Аресты в Альфа-Бэй. Альфа-Бэй был крупнейшей площадкой в Даркнете, где продавались самые разные незаконные товары и услуги, от наркотиков до краденных банковских карт. Как все произошло? В среду 5 июля торговая площадка Альфа-Бэй, на которой обитали торговцы оружием, наркотиками и прочими нелегальными товарами, без каких-либо предупреждений просто перестала работать. Клиенты, чьи деньги остались на ее внутренних кошельках, тут же подняли панику в соцсетях. На самом деле странно, что они так публично давали знать, что являются клиентами этого ресурса, но все же. Испуганные пользователи Darknet Market почти сразу начали подозревать самое худшее. Сначала пользователи предположили, что происходит exit scam, то есть операторы ресурса решили скрыться
расправиться со всеми деньгами, что в Даркнете случается не так уж и редко. Не стоит забывать, что практически весь Даркнет заполнен скамерами, которые просто всячески кидают вас на деньги. После этого многие посчитали, что администраторы просто сворачивают деятельность и уходят в подполье с деньгами клиентов. А решили они, то есть пользователи, что админы заскамились, потому что спустя сутки юзеры обнаружили странную активность. Неизвестные вывели из одного биткоин-кошелька на другой почти 1500 биткоинов, около 4 миллионов долларов. Однако люди, связанные с администрацией Альфа-Бэй, вышли на связь, кратко сообщили, что все в порядке и происходит обновление серверов. Спустя еще несколько дней, когда Альфа-Бэй так и не вернулся в строй, пользователи заговорили о возможной полицейской операции, то есть заподозрили, что торговую площадку могли закрыть власти. Они все дружно решили, что верить сообщениям админов больше нельзя, так как с их аккаунтов могут писать представители правоохранительных органов. И как оказалось, они были правы. Альфа-Бэй закрыли правоохранительные органы США, Канады и Таиланда, проведя совместную операцию. К моменту разоблачения Альфа-Бэй в июле 2017 года платформа насчитывала 400 тысяч пользователей с суточным объемом транзакций до 1 миллиона долларов. Александр Касс, предполагаемый основатель сайта, был арестован в Таиланде и должен был быть выдан Соединенным Штатам. Но он совершил самоубийство в штаб-квартире Бюро по борьбе с наркотиками в Таиланде. В соответствии с жалобой на конфискацию, поданной в окружной суд Восточной Калифорнии, власти изъяли 1500 биткоинов, 8000 эфира и несколько Монера. Незадолго после ареста Альфа-Бэй был проведен захват операторов Hansa Market с последующим закрытием платформы. Hansa не столь большой, как Альфа-Бэй с точки зрения трафика или доходов. Он как раз таки получил значительный приток клиентов после внезапного закрытия последнего. Фактически Hansa Market был создан в качестве преемника Альфа-Бэй. Однако у голландской полиции были другие планы, а то есть отследить серверы сайта до хостинговой компании в Литве. После того, как правоохранительные органы Германии произвели захват 2 администраторов сайта в июне 2017 года, голландские полицейские начали действовать, взяв на себя полный контроль над бэкэндом Hansa. В течение почти месяца они продолжали следить за деятельностью покупателей и продавцов, таким образом собирая дополнительные доказательства и сведения. В ходе операции было изъято более 1200 биткоинов, не говоря уже о последствиях взаимодействия продавцов и покупателей с платформой, чьи данные были переданы следственным органам по всему Европейскому Союзу. Секретная операция в Америке. Настолько секретна, что нигде не смог найти ее название, но все же Министерство юстиции США отчитались об этом деле. 26 июня 2018 года было арестовано 35 поставщиков Даркнета, в ходе операции, в которой участвовали как минимум 5 федеральных агентств. В итоге агентством были конфискованы значительные объемы наркотиков, огнестрельного оружия и активов на миллионы. Среди изъятых ценностей были наличные и золотые слитки на сумму 3 миллиона долларов, тысячи биткоинов и других криптовалют на сумму более 22 миллионов долларов и огромное количество оборудования для майнинга биткоинов. А перед тем, как рассказать самую интересную историю, хочу напомнить вам, что у каждого есть возможность изменить свою жизнь и научиться чему-то новому. Программирование, видеомонтаж, арбитраж трафика, таргетинг, SMM, SEO, создание игр или музыки и так далее. Слитые курсы известных школ вроде Skillbox, Geekbrains, Skill Factory и прочих, некоторые из которых стоили больше 100 тысяч рублей. Как все это получить, я рассказал в этом видео, которое сейчас выскочит в подсказках. А еще в описании и в закрепленном комментарии на него будет ссылка. Очень советую, потому что это действительно может изменить твою жизнь и сэкономить кучу денег. Так вот, разоблачение Silk Road или Шелковый путь. Это был первый современный рынок в Даркнете и убежище для любых нелегальных товаров и услуг, включая наркотики и оружие. Кто-нибудь уже был на Silk Road? Это что-то вроде анонимного Amazon.com. Не думаю, что у них есть героин, зато там продают другой став. Они используют биткоин и Тор для анонимных транзакций. Скажите, что вы думаете об этом? Публикацию с таким содержанием в 2011 году на форуме Bitcoin Talk опубликовал пользователь под ником Altoid. Как позже выяснилось, это был первый маркетинговый ход создателя легендарной Даркнет-площадки Silk Road, Росса Уильберта, который был арестован ФБР в октябре 2013 года. Впоследствии он предстал перед судом и был приговорен к пожизненному заключению. Каждый человек вправе жить по зову сердца, если его действия не причиняют вред другим. Создавая Silk Road, 26-летний физик Росс Уильберт, возможно, я неправильно произношу его имя, но не суть, руководствовался именно этим принципом. Парень стремился освободить людей от запретов и тотального контроля со стороны государства. Но стоит отметить, что большинство преступников пытаются всячески оправдать свои действия даже перед самими собой.
собой, выдумывая подобный бред. Даже карманники, которые обворовывают старушек, могут идеализировать свое занятие. Это элементарная защитная реакция, чтобы продолжать заниматься тем, что ты делаешь, и не винить себя в этом. Если не брать во внимание специфику продаваемых на сайте товаров, Silk Road является примером слаженного взаимодействия между свободным рынком и децентрализированными платежами. Изначально Росс Вильберхт назвал свой проект «Подпольные брокеры», однако позже сменил на Silk Road. С января 2011 по октябрь 2013 года сайт Silk Road позволял покупать наркотики онлайн, не контактируя с уличными дилерами. Расчетной валютой на площадке стал биткоин. Первым товаром на сайте были выращенные самим Вильберхтом грибы. Спустя 4 месяца после запуска Silk Road уже предлагал 300 позиций. И еще через год на сайте предлагали свой товар 350 проверенных дилеров. На начальном этапе работы Silk Road Росс Вильберхт обрабатывал все биткоин-транзакции вручную. От каждой покупки он брал комиссию от 2 до 10% в зависимости от размера заказа. Уже к августу 2011 года он получал около 30 тысяч долларов комиссионных. Для того, чтобы торговцы относились к сделкам ответственно и не продавали некачественный товар, на сайте действовал механизм обратной связи. Покупатель мог оценить посылку от 1 до 5 баллов. Отзывы позволяли исключить недобросовестных дилеров. В начале 2012 года Silk Road являлся единственным местом, где регулярно принимали биткоин-платежи. Для борьбы с скачками курса биткоина Росс внедрил механизм хеджирования. Он позволил пользователям и покупателям фиксировать цену будущей сделки и не переживать насчет скачков цены криптовалюты. В те моменты, когда сайт был недоступен, курс биткоина начинал падать, что свидетельствовало о том, что шелковый путь играл большую роль для стабильности битков. Однако идиллия биткоин, Тор, Silk Road не могла продолжаться вечно. 5 июня 2011 года сенатор штата Нью-Йорк Чак Шумер призвал правоохранительные органы закрыть Silk Road. Тогда же он охарактеризовал биткоин как один из способов отмывания денег и назвал инструментом для преступников. Тем не менее, поднятый сенатором шум пошел только на пользу Даркнет-площадки. После огласки у Silk Road появилось уже 10 тысяч зарегистрированных пользователей, а к середине 2013 их число достигло 1 миллиона. Осенью 2011 года агенты Министерства внутренней безопасности в штате Мэриленд начали расследование по делу Silk Road. В дальнейшем операция получила название Марко Поло в честь путешественника, который следовал по шелковому пути в Китай. Первым прорывом в деле стал арест пользователя сайта под ником Digital Link. Этим парнем оказался торговец героина и экстази, который впоследствии получил 6-летний тюремный срок. Агенты спецслужбы создали на Silk Road аккаунт NOP, чтобы выйти на главного администратора сайта под ником «Ужасный пират Робертс». Позже Росс Вильберхт заявил, что под этим аккаунтом писал не только он. К концу 2012 года агенты с аккаунта NOP выставили на продажу килограмм кокаина. Посылку с товаром для дальнейшей пересылки доставили старшему администратору сайта. Таким образом, агенты под прикрытием вышли на значимую фигуру в Silk Road – 47-летнего Кертиса Грина. У него был доступ к сообщениям и финансовым операциям пользователей Silk Road. И к этому моменту к поиску ужасного пирата Робертса подключились агенты ФБР из штата Нью-Йорк. Летом 2013 года на канадской границе пограничный патруль США перехватил фальшивые удостоверения с фотографиями Вильберхта. Тогда правоохранители столкнулись лицом к лицу с создателем Silk Road. Однако к задержанию это не привело. Вильберхт заявил, что ему неизвестно происхождение документов. Агенты продолжили собирать улики. Примерно в это же время агенты ФБР рассекретили местонахождение серверов Silk Road. Как им удалось перехитрить Тор, остается загадкой. Однако позже адвокаты Вильберхта обвинили ФБР в использовании незаконных инструментов во время расследования. Осенью, во время спецоперации, ФБР задержала Вильберхта в городской библиотеке Сан-Франциско. Следователи обнаружили у него в ноутбуке улики, доказывающие его причастность к Silk Road. В тот момент и наступил конец наркоимперии Даркнета. Как заявили агенты спецслужб, они вышли на Вильберхта из-за его оплошности. Агенты нашли на Bitcoin Talk пост, в котором Вильберхт под ником Altoid указал почту со своим настоящим именем. То есть парень совершил оплошность только в начале своего пути. После задержания Вильберхта началась охота и на других администраторов и торговцев Silk Road. В мае 2015 года окружной судья США Кэтрин Форест приговорила Вильберхта к двойному пожизненному тюремному заключению. Его признали виновным в трафике наркотиков через Darknet Marketplace Silk Road, заговоре с целью перевозки наркотиков, взломе компьютерных сетей и отмывании денег, а также в руководстве преступной организацией. Служба судебных приставов США изъяла более 144 тысяч биткоинов, стоимость которых на то время оценивалась в 122 миллиона долларов. А также было конфисковано 29 тысяч биткоинов с различных кошельков, имевших отношение к Silk Road. Примечательно, что некоторые причастные к изъятию биткоинов сотрудники спецслужб присвоили себе конфискованную криптовалюту. В частности, наделала шума история с агентом секретной службы США, который украл 20 тысяч биткоинов.
После закрытия оригинального Silk Road онлайн-торговля наркотиками не прекратилась, что, впрочем, было предсказуемо. Появились копии сайта Silk Road 2.0, Silk Road 3.0, однако и они просуществовали недолго. На сегодняшний день в Даркнете можно найти площадку Silk Road 3.1. Это были самые крупные расследования и аресты, связанные с теневыми рынками и торговыми площадками. И я не упомянул только один сайт, который занимался распространением запрещенных видео. Это был самый популярный сайт такой тематики, где было больше 100 тысяч пользователей. Не рассказал о нем исключительно потому, что YouTube очень не любит, когда в видео используются подобные ключевые слова. Поэтому, если вам это интересно, пишите в комментариях об этом и подписывайтесь на телеграм-канал Flanders. Возможно, я сделаю для телеграма эксклюзивное видео. Или просто напишу статью. Кстати, насчет команды для проверки схем заработка. Я скоро расскажу об этом в одном из видео, поэтому кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить их. А если подпишетесь на телеграм-канал Flanders, то точно не пропустите. На этом сегодня все. Не забывайте про видео с курсами, учитесь и все такое. А я ухожу. Ухожу красиво.